Ахмед родился и вырос в маленькой деревне далеко от города. После окончания университета он решил вернуться в свой деревенский дом, где не был уже много лет. Ему хотелось оживить свои старые воспоминания и немного отдохнуть. Дом находился в дальнем конце деревни, очень близко к лесу. Как только Ахмед прибыл в деревенский дом, он почувствовал себя спокойно. Протерев дом и приведя в порядок сад, он пошел в деревенский продуктовый магазин поужинать. В продуктовом магазине с ним заговорили несколько стариков. Они были рады узнать, что Ахмед вернулся спустя много лет, но один из них выглядел обеспокоенным. «Не ходи глубоко в тот лес, мальчик», — серьезно сказал старик. Когда Ахмед спросил, почему, старик добавил: «Там потерялись люди, лес заказывает тебя, и ты не можешь вернуться». Хоть Ахмед и не очень поверил этим словам, он все равно вздрогнул. Поужинав, он решил посидеть в саду и посмотреть на звезды. Когда стемнело, звуки, доносившиеся из леса, стали более отчетливыми. Ближе к полуночи он вдруг услышал лай собак. Голоса раздавались из глубины леса. Ахмед узнал голос собаки. Это был голос его собаки Карабаша, которая исчезла много лет назад. Поддавшись любопытству, он решил взять фонарик и пойти на звук. Когда он вошел в лес, лай собак стал приближаться. Когда Ахмед приблизился, лай прекратился и сменился тяжелой, глубокой тишиной. Пытаясь найти дорогу при свете фонаря, он вдруг очутился перед старой избой. Хижина выглядела довольно запущенной и устрашающей. Когда Ахмед подошел к двери хижины, он услышал изнутри тонкий крик. Его сердце начало быстро биться. Он открыл дверь и заглянул внутрь. Внутри на старой кровати сидела маленькая девочка. Его глаза были полны слез и страха. «Ахмед, привет, ты в порядке?» — спросил. Девушка молча кивнула. «Что ты здесь делаешь?» — добавил Ахмед. «Они заперли меня здесь». «Пожалуйста, помогите», — сказала девушка дрожащим голосом. Ахмед взял девушку за руку и вывел ее. Они вместе пошли к деревенскому дому. Однако по дороге девушка вдруг остановилась и повернулась к Ахмеду. «Вам придется вернуться, чтобы спасти меня», — сказал он. Ахмед не понял, что он имел в виду. «Теперь вы в безопасности, мы идем домой», — сказал он. Девушка посмотрела на Ахмеда со слезами на глазах и сказала: «Нет, я уже была мертва. Теперь они будут ждать тебя». Ахмед отпустил руку девушки и отступил назад. Его глаза видели, что девушка становилась все более прозрачной. Внезапно девушка исчезла, и Ахмед оказался один в темноте. Когда Ахмед вернулся домой, он не мог уснуть до утра. Утром он пошел в деревенский продуктовый магазин и все рассказал старику. Эта девушка потерялась в лесу много лет назад, и ее больше никогда не нашли. «В ту ночь, когда вы ее увидели, была годовщина ее смерти», — сказал старик. Его лицо побледнело. После того дня Ахмед больше никогда не приходил в деревенский дом. Страх той ночи никогда не исчез из его памяти. Ночной гость больше никогда не оставлял его одного.